За финансовую поддержку канала огромное спасибо Ананасику, Аргосу, Антону Соколову, Зуроджеру и Шаману. Я приветствую тебя, Чумба, с тобой Рабаши. За данный видеоролик скажите спасибо Аргосу, почти богоубийце. Итак, как ты уже понял, это сравнение, основанное в первую очередь на моем личном мнении и ощущении двух свежайших анимешек весенне-летнего сезона – Адский рай и КРД. Для кого-то тут даже сомнений нет, кто выйдет победителем, другим же больше 14 лет. Поэтому для них лучший представитель также очевиден. В большинстве моментов буду судить жестко и даже предвзято, так что предупредил. Две манги крайне похожи по своей составляющей, а объем не такой уж и большой, 205 глав КРД и всего-то 127 глав Адского рая. То есть у клинка для раскрытия аж на 78 глав больше. Но да пофиг, будет ему форой. Судить тайтлы будем по следующим 10 пунктам, основываясь на проработанности произведений и в частности манги. Протагонист, антагонист, сюжет, система сил, раскрытие персонажей, раскрытие лора произведения, атмосфера манги, задумка автора и оригинальность. Начнем с лица произведения, персонажа, которому предоставят львиную долю времени, конечно же я говорю о главном герое. В клинке это Танжера, Танзера, Тазик, Тандыр и еще хой пойми сколько имен у этого додстера. Отличается он от остальных протагонистов тем, что в произведении, где демоны жрут людей, не жестко гасит их, как Гац из Берсерка, а проявляет эмпатию к ним, сопереживает, трогательно берется за ручку и ласково отрезает головушку. Вяжется ли это с произошедшим в произведении? Ну конечно же нет. Напоминаю или рассказываю тем, кто не смотрел. У тебя убивают семью, не дай боже, а это несколько братьев и сестер и твоя родная мать. Превращают их всех в одну большую мясную массу. Сестру, которая справилась с превращением в демона, обрекают на ужаснейшую судьбу. Одним словом, увидев всю эту картину, ты должен был испытать катарсис, стать вторым берсерком, ненавидящим демонов, но нет. Твоя реакция максимально понятна в начале, это я о спасении сестры, а потом уже о горечи и сожалениях. Но абсолютно непонятно далее, объясняю свою позицию. Любой адекватный человек стал испытывать бы логичное чувство злости, ненависти. Все эти чувства должны и обязаны выливаться в насилие, но наш добряк, где добряк в данном случае идиот, абсолютно клишированный кусок картона. Да, он картонный и непробиваемый в этом плане. Добрый до нереалистичности и делает лишь одно – прощает и сжаливается. Примеры. Демон рук на экзамене. Он годами кошмарит детей, жрал их, пока не разросся в громадину. Да у Танжера должно было быть ассоциацией ебаная тонна, связанная с судьбой собственной семьи. Но что мы видим? Чел берет его за ручку и молится за упокой его души, которая не должна больше быть демоном. Я понимаю, что они хотели показать нестандартного главного героя, но это не человечно, ибо человечность это не только милость, доброта и жалость, но и любое другое чувство, свойственное нам, людям. Танжера же этим обделен. И это подтверждается раз за разом. На Кёгае с его комплиментами в его сторону, на Аказе, пусть и с его трагичными мотивами, Продаки и Ютара и перформансами с различием позиций и абсурдными проводами их на тот свет даже говорить не стоит. И вот о трагедии с первой главы мы вспомним знаете когда? Вот навскидку, когда Танжера испытает более логичные чувства и вспомнит, что его семью перерезали как скот. Аж в 181 главе, за 2 десятка до конца всей манги. Так что мотивация Танжера это микс из недоделанных мотивов. Для кого-то его цель лишь спасти сестру, игнорируя человеческие чувства, в данном случае злость. Для других уничтожить демонов, да и сестра уже не покемон в рюкзаке, а боевая единица, которая сейвила тебя уже несколько раз. Что в поезде, что в сражении с Даки, Ютара и личностями Хантенгу. Так что Танжера выполняет роль обычного манекена. Ну вот он есть как ГГ и этого хватает. Есть лишь шаблон и к концу он останется таким же шаблоном. У главного героя нет никакого нравственного развития. Обыкновенная пустышка. Теперь же Адский рай, Габимару или Жицуки. Начну с обобщенного впечатления. Особо не отличается ничем от Тазика. Мотивация максимально проста, но это и к лучшему. Вернуться к жене. Чтобы это сделать, надо достать эликсир. Мотивация предельно ясна. Но в чем же отличие? У персонажа есть предыстория. Мы знаем, кем он был, что он чувствовал, кем был рожден, для чего был рожден и как боролся и продолжает бороться со своей судьбой. Где катализатором изменений является его жена, к которой он так хочет вернуться.
Юдзи Какку за 127 глав флешбэками смог сделать понятного персонажа по своей сути, и на протяжении всего произведения продолжал развивать его с одной неизменной целью, в отличие от непонятного Тандыра. Нам показывают метаморфозы Габимару. Все эти изменения души вяжутся с условиями сил, в частности Дао, которая основывается на принятии слабости и сильных сторон, на балансе. Смотреть за этим интересно, ты буквально наблюдаешь за человеком, который загнан в угол, но имеет понятную причину для выживания и продолжения пути, на который встал, вернуться к любимой. Жестокий убийца, который встанет на путь искупления не спустя там 100 глав, а уже начинает с первой. Это всегда увлекательно и познавательно в некотором роде, ибо в этого главного героя заложено намного больше старания и сил, нежели чем в КРД. Цуки меняется, развивается и деградирует, и это то, чего не было у Танжера на протяжении всей истории. Я говорю о моральном стержне, метаморфозах, ошибках и изменчивости его как человека. Мое личное мнение, этих двоих все еще сложно сравнивать как полноценных протагонистов, ибо они оба поломаны и недоразвиты. Один напоминает ребенка, который только учится жить, второй киборга с основной чертой состраданием. Захейтил бы обоих, но перспективнее все равно выглядит Габимару. Пункт 2. Антагонист. Ох, ебаный мудак Кибуцуджи, воплощение нелогичности, тупости, нарциссизма, наглости, абсурда, и все это в одном флаконе. Настолько самоуверенный в себе демон, что вызывает только смех. Мог закончить мангу в любой момент. Убил семью Тандыра, превратил Незука в демона, даже не соизволил дождаться ее превращения. Напоминаю, если при передаче крови человек мгновенно не умирает, то высок шанс становления демоном. Логично было подождать, ибо Незука не взорвалась, но этому Майклу Джексону не хватило мозга, чтобы изучить ситуацию с демоном, который сразу после монстрофикации не подчиняется тебе. Едем дальше, первая встреча с главным героем. В любой момент можешь убить его, в любую микросекунду, и Мамудзан, которого мы сейчас видим, это прайм-версия. Никакого яда, много сотен лет жизни, никаких ограничений. Тазик же абсолютный ноль с дыханием воды. Но нет, ты его не убьешь. Ты будешь отправлять демонов, которые соответствуют текущему уровню сил главного героя, раз за разом способствуя его развитию. Представьте, если бы в начале, когда Мудзан пересрал серьг Ханафуда, а в прошлый раз человек с такими серьгами его чуть на тот свет не отправил, он послал бы на убийство не волейболистку с 6 руками, а Аказу или Какушиба, ибо при первой встрече с Тазиком Мудзан сбежал, потому что опасался Тандыра из-за его сережек. Пиздец нелогично. Ты срешь штаны от одного вида из-за флешбеков, но шлешь на убийство даже не слабейших из низших лун, вместо того, чтобы послать сильнейших демонов, если уж сам сыкуешь. И вообще, чем занимался Мудзан 1000 лет? Искал цветочек? Все? Никаких подробностей. За 1000 лет чел ничего не смог сделать. Трогает ли он нас своей предысторией? Ни капли, ибо ее у него нет. Обладает ли он харизмой, чтобы даже несмотря на свои ублюдские поступки затягивать зрителей? Да нет, конечно. Это ярчайший пример, как делать не надо. А теперь по злодею адского рая. Ой, тут целая песня, где они разносят и в хвост, и в гриву Мудзана. Но только со спойлерами. Скажу заранее про Hell Paradise. Его антагонисты уже выиграли, но если боишься спойлеров, то отматывай по тайм-кодам. Короче, в адском рае в первой фазе злом выступал сам остров, а потом пошли они, тенсены, загадочные существа, каждый из которых олицетворяет отдельный аспект даосизма. И в данной формулировке бессмертие раскрывается совершенно иначе. Это не шаблонная мудзанская херня, а изысканная причина и путь ее реализации. Этого уже хватает, чтобы закрыть с головой антагониста КРД. Но основной злодей все-таки Риен. В очередной раз предупреждаю про спойлеры, назад пути нет. Все, продолжаю. Риен не порождение тенсенов, это жена Джофуку или Джофуку, которая была с ним на этом острове до самой его смерти. Увы, саму смерть она признать не смогла и все свои силы посвятила тому, чтобы найти средства воскрешения супруга, тем самым создавая тенсенов как членов своей семьи, которые будут искать путь бессмертия. Сама же она создала свою марионетку, которая выступала в роли Риена мужской версии, затем уже создалась Мэй и остальные. Она встала на путь жертв и следовала ему почти до конца. Раскрытие личности Риен становится доступной для нас лишь к концу манги. Мы видим того человека, который дергал за ниточки, так и основную инбу произведения. Ибо одолеть ее никто не мог.
Лишь совместными усилиями получилось ранить ее, и при желании, даже будучи располовинчатой, она могла убить абсолютно всех на своем пути. Но услышав слова Габимару о его мотивации увидеться с любимым человеком, она поняла его, ибо это и была ее цель. Этих чувств хватило, чтобы исцелить как Габимару, так и Сагири и принять собственную смерть, воссоединившись с мужем в загробной жизни. Да, в адском рае антагонист и протагонист связаны, они буквально имеют одинаковую мотивацию увидеться с любимым человеком, вернуть его. Но лишь по отношению к злодею мы видим аж несколько фаз. Начиная с острова, доходим до каждого Тенсена, потом доходим до Риена мужской версии, как лидера Тенсенов, и узнаем, что это лишь клон жены Джафуку, ученого, который приехал изучать этот остров. Здесь есть и задумка, и развитие персонажа, и нравственная составляющая с его предысторией. Вариативность зла удивляет и притягивает одновременно, и каждый зритель найдет для себя что-то позитивное. Безоговорочная победа адского рая. Пункт 3. Сюжет. Давайте вспомним сюжет КРД. Тезисно. Ушел торговать углем. Пришел, семьи нет. У сестры странный ПМС, бамбук ей в пасть. И надо превратить ее в дальнейшем в человека. Чтобы это сделать, нужно убивать демонов. Чем сильнее, тем лучше. Начнем с рядовых, потом с низших, потом с высших, 6, 5, 4, 3, 2, 1, дойдем до главного злодея и убьем его. Конец. Это весь тезисный пересказ сюжета КРД. Какие там были сюжетные твисты, повороты, от которых мы были в шоке? Смерть Ренгоку. То, что не ожидалось так рано, сразу же после первого сезона. Пожалуй, да, это было хорошо. Круто ли и оправдано ли? Ну, тоже да. Следующий неждан, который нас ожидал, был связан с демонизацией Танжера. Это, если что, конец манги. Все демоны сдохли, главного мудака убили, вроде бы и хэппи-энд. Но тут главный герой сам становится злодеем. Из этого можно было сделать не то чтобы арку, а продолжить мангу, раскрывая остальных персонажей. Но нет, мы на пару глав превратим его в демона со статами такими, что мама мия, но в теории, а по факту полуинвалид, который ничего не может сделать. Сейчас налетят амебы. Танжера сдерживал себя. Конечно, сдерживал по отношению к Незука, сравниваю с Тамайо. Подруга стала демоном ради семьи, но по итогу сама же ее и сожрала во время первого превращения. А тут Танжера без единого флешбека или мыслительного процесса в башке на генном уровне настолько себя сдерживает, что даже статиста снести не может. Ибо не хватает ни скорости, ни силы, его инвалиды перегоняют. Совершенно бездарнейший момент ненужной манги, не дотянутый до конца, не раскрытый и ужасный. Создали его и забили на него тут же. Клинок — это вообще не про сюжет, это лишь про визуал и трагедию персонажей, не более. Адский рай. Начиналось все с абсолютного шаблона. Надо вернуться к жене, сырники у нее бомбезные. Я dead inside, ибо даже титул Габимару пустой. Чтобы это сделать, я должен достать эликсир. Поначалу для меня это было тошнотворно и вырвиглазно читать мангу с такими мотивами, а потом остров. То ли рай, то ли ад. Его наполнение, последующие вопросы вообще, кто является злом, появление самих злодеев, амнезия главного героя, огромное количество времени второму ГГ Сагири и отдельный сюжет, связанный с ней, раскрытие лордов Тенсен, нюансы их силы омоложения, погружение в лор, история создания острова, зарождение мотивов каждого, кто в нем живет, создание полноценной религии, иерархии регионов. На тебя кидают инфу и скрашивают сюжет. Информации так много, и она такая крутая, что уже давит КРД. Но что же по сюжетным твистам? В какой-то момент прочтения, это треть или половина, тебе вкидывают информацию, которая заставляет тебя задуматься. Габимару из деревни, лидер которой специализируется на иллюзиях. И лучшим рычагом воздействия на Габи был бы человек, которому он был бы привязан и зависел от него, то есть жена. Иными словами, вопрос, который будет висеть в воздухе: а есть ли вообще у Габимару жена, к которой он хочет вернуться? Не иллюзия ли это? Смерти. Они также присутствуют, как и в КРД, даже еще раньше, уже в 8 серии убивают одного храброго добряка, защищающего слабых. Сюжетный твист с Риен — это вообще фейерверк, это так шикарно, последний кусочек пазла, благодаря которому вся картина читается иначе, но полностью. Прекрасно выдержанный сюжетный твист всей манги, на ранг ниже сидит поворот с концовкой произведения. Злодеи, каковыми и были Тенсены, останутся живы, буквально возродятся и обретут то, к чему шли. Это человечность,
с бессмертием, что также является неожиданностью. Однако в адском рае есть и отвратительный сюжетный поворот. Я говорю о моменте с предсказанием, что выживут двое мужчин и одна женщина. На деле это не так. Выживут почти все ключевые персонажи, как со стороны зла, так и со стороны добра. Я не люблю такие итоги, так что для меня это жирный минус, но даже с таким учетом адский рай все еще давит клинок. Едем дальше, говорим о системе сил. Клинок может быть странным произведением, странным в плане сюжета, тех или иных кейсов, у которых порой нет объяснения, но если честно, это можно простить при одноразовом просмотре. Но про систему сил этого не скажешь, это самая заезженная тема. Топы персов, топы демонов, топы столпов, они же хашера. Споры идут годами и никогда не закончатся. Любой школяр, способный на анализ, сможет запруфать силу того или иного персонажа, жонглируя фактами, как шакал в своих видосах, выставляя лишь нужный ему ракурс. Да что уж греха таить, я сам придерживался данной схемы, когда создавал плейлист хейт-обзоры, где нещадно хейтил каждого столпа и даже высших лун. Только с самого начала и позиционировал, и прямым текстом говорил, что это так и будет, не скрывая мотивов. Автор же не смог проработать лор силы в произведении. Нам дали дыхание, не помечая их особенностей, даже не объясняя функционал, визуал это или не визуал. Ибо в большинстве случаев, да, это визуал, а во второй половине физическая атака. Прошлые дыхания сильнее, но последующие имеют такие бафы, от которых кровь стынет в жилах. Нам напихали под сарафан абсолютно абсурдные скиллы персонажей, как, например, Нюх Танжера, который способен с помощью каких-то интервальных нитей цыганских определять тайминги для удара. Помню, как культ аниме пытался подъебать меня за это, мол, откуда запах идет, оттуда и удар. И даже логично, Рабеше тупой. Совершенно игнорируя кейсы, когда Тандыр смог учуять настроение Шинобу с ее пиздежом. С помощью этого же носа обрел зрение рентген, да и в самом бою ощущал какие-то спиритические моменты, понятные только ему, но это почему-то никто, сука, объяснять не желал, а закрыл свою поганую варежку и опустил детали. В КРД же абсолютно не важны твои физические параметры, на них просто насрать, все определяют твои способности и таланты, с единственным противоречием, сейчас все расскажу. Гатоги всегда показывала две сильнейшие способности клинка. Это прозрачный мир и аната. Многие до сих пор думают, что можно войти в прозрачку без анаты, фантазеры и додумщики, но не об этом сейчас. С помощью анаты и прозрачки, как ее следующей ступени, можно ебошить на чистейших рефлексах того же Аказу без запар. Однако все персы, кроме Гёмея, смотрелись крайне ущербно в сравнении с полуслепым Санеми, страдающим дальтонизмом. Об этом даже отдельный ролик есть, у которого нет ни прозрачки, ни анаты, ни алого клинка, который он в состоянии самостоятельно пробудить. То есть нам показывают персонажа без самых сильных ачивок, по словам автора, это прозрачка и аната, но нам показывают других персонажей с этими ачивами, которые намного слабее, чем он. В чем вообще смысл? Одним словом, каты идут нахер, как и все дыхания, кроме солнечного, Будда упаси. Таланты, на которых делали акцент, слабо работают. Распределение сил у столпов также шлется нафиг, и тенгенофаны до сих пор кричат про топ-5 столб. Все попытки как-либо объяснить силу того или иного столпа посланы в задницу специальными датабуками с таблицами спринта и армрестлинга. Сильнейший демон в виде Мудзана слится всеми своими скиллами в унитаз, отчего его истинная мощь остается загадкой, так же как и мощь Юриичи, сильнейшего истребителя демонов. Абсурд, садомия и мазохизм. Теперь же адский рай. Бальзамом на душу ложится тот факт, что система стихийности того или иного персонажа там взаимодействует с союзниками и противниками. Энергия восстанавливается с сочетаемой стихией и ранит врага с противоположной и наоборот. То есть, например, чтобы убить лорда Tencent, твоя стихия должна доминировать над его. Если же данный факт не учитывается, своего противника ты лишь ранишь, но не убьешь. Данный нюанс заставляет персонажей взаимодействовать. Команда должна собираться из сочетаемых стихий и их разнообразия, варьируя сражения с противниками, ведь порой самый сильный в отряде не может
может иметь нужной стихии для победы над сильным врагом, и ему приходится лишь открывать окно для удара своего союзника. Сделано хитро, но и просто, и это взяли стихийность и логично обыграли ее. Теперь же Дао. Вся прелесть Адского рая именно в том, что этот остров идеален не для слабых и не для сильных, а для тех, кто может балансировать между двух крайностей. Это называется путь середины, и он соответствует концепции инь-янь, мужского и женского начала. Появляется Дао, конечно же, из всплесков эмоций, и лишь тот, кто может обуздать их и применить, и будет силен. Тема Дао на самом деле достаточно обширная, чтобы сделать отдельный видеоролик по ней. Это интересно, ибо в адском аду есть босу-джутсу. Спросишь, что это такое? Это вид тренировок, который апает твое дао. Но если еще подробнее, это секс. И занимаясь им, ты можешь стать сильнее. Говорю же, система сил в адском рае более продуманная, вариативная и самое главное интересная. В дополнение к ней идут особенности каждого персонажа, его расположенности к чему-либо и техники. И конечно же стиль боя, который он предпочитает. И это всего-то за 127 глав, что уже можно считать либо гениальным для адского рая, либо позорным для клинка. Хотя мне кажется, здесь уместны оба пункта. Продолжаем говорить о интересном. Раскрытие персонажей. Как я и сказал ранее, Танжера не показал изменений в своем эмоциональном спектре на протяжении всей манги. Мудзан предпринял попытку к изменению лишь в конце, верив ему в свои чувства. Остальные персонажи, у которых было также больше всего экранного времени, лишь массовка. Зеницу, бабник, у которого убили учителя, после второго сезона он пропадет на целую арку, так же как и Кабан. Его, кстати, Рили не будет почти 40 глав манги, а это треть Адского рая, если что. Да и сам Иноски не имеет никакой адекватной причины быть охотником на демонов. Чел просто стырил 2 катаны и пошел страдать херней, придумав свое собственное дыхание, обучившись ему чисто потому, что захотел. Это гений нашего времени. Каждый из толпов, конечно же, имеет историю, что уже круто. Но эта самая история укладывается, вдумайтесь, у каждого столпа в полглавы, ну или максимум в одну главу. Такой объем у лидеров охотников за 205 глав получается 5-7 выделенных на раскрытие жизни каждого как-то скудновато. Если ставить в сравнение Какушиба и Аказу, которым выделили каждому от 3 глав, тут вообще стыдоба и позор. Про главного антагониста Мудзана мы вообще толком ничего не знаем, как и про других высших демонов. Про третьестепенных персонажей я также молчу, ибо их в КРД толком нет. К ним можно отнести бывших столпов, которые даже роль костыля не играли в манге, кроме Уракадаки. Получается самый настоящий винегрет, если говорить о схеме создания. То мы имеем голый скелет, на который забыли налепить мясо. По итогу персов много, но никто из них не раскрыт достаточно, а каждый перс имеет одни и те же причины для становления охотником. Если что, основная причина это месть, но преподносится она в виде справедливости. Брехня это все. Адский рай. Вот тут начинаются небольшие проблемы. 127 глав хронометража, крайне мало, чтобы раскрыть персонажа должным образом. Сказал бы я, но хай там. Сайгири, Юдзуриха, Адза, Риен, да даже сам Габимару. Персонажи эволюционировали с первых глав. Нам показали и метания, и фейки реакции, и благодаря сюжету раскрытия той же Риен с множеством личностей от мужской до женской, от оригинала до марионетки. Даже фан-сервисный персонаж, как Юдзуриха, с сиськами наружу имеет в разы больше художественной подоплеки, чем половина состава столпов. Про историю братьев Чобэй так вообще стоит делать отдельный видос от темы адаптации старшего до чувственности младшего с дальнейшим взаимодействием обоих. А если мы заговорим о Сионе с его чувством юмора и при этом интеллекте, чувстве вины и сложности делать правильный выбор ценой жертв, так точно зайдем в совершенно другое русло. Одним словом, персонажи Адского рая вмещают в себе и предысторию, и метаморфозы, несмотря на коротенький сюжет в 127 глав. И это просто феноменально, ибо задумайтесь, персонажей много, но каждый раскрывается не только предысторией, но и характером, простейшим для понимания образом. Просто прочтите гребаную мангу. Однако есть большие схожести между ключевыми героями произведений. Габимару, как и Тандыр, больше носит роль ориентира для действий, направления сюжета, так сказать. Тенза очень похож на Ренгоку, даже судьбу одну и ту же разделили, слиться в начале. Наш драконий мечник смахивает на Иноски с его коверканием имен, да и вообще ролью в произведении.
Братья Чобэй напоминают братьев Шинадзугава, с тем отличием, что в какой-то момент мы теряем не младшего, а старшего. Но есть один персонаж, который своим развитием и раскрытием затмевает всех в Адском рае, и тем более в КРД. Это Сагири. Боже мой, она и есть главный герой произведения, не Габимаро. Великолепный персонаж, в котором прописано абсолютно все. Крайне рекомендую присмотреться к ней, ибо есть все, что нужно для зрителя. Предыстория, история, мотивация, путь деградации и развития, горе и радости, сильные и слабые стороны. Полная палитра чувств, полный спектр эмоций. Данный пункт, конечно же, может быть чистой вкусовщиной, ибо это дело каждого, кому какие персонажи нравятся, и справедливости ради можно было отсудить ничью. Но если сравнять объемы манги, а это 127 глав и 205, с тем учетом, что в Адском рае персонажей не меньше, выходит пусть и тяжелый, но перевес Hell Paradise, что убеждает нас в том, что именно от автора зависит качество и наполненность, и все отмазы а-ля в КРД мало глав и много персонажей, и Гатоги не успела всех раскрыть, идут в пешее эротическое путешествие. Раскрытие лора произведения. Ох, клиночек, сколько же в тебе дыр. И первое, что напрашивается, это шквал вопросов. В каком положении сейчас Япония? Мудзан кошмарит ее сотни лет, жрет людей, вербует их, играется с их судьбами, большинство просто массово вырезает с семьями, как и было с семьей Танжера. Что на это думает правительство? Ибо живут они не в каменном веке. Как реагирует государство, какие контрмеры предпринимает? Неужели за сотни лет скитаний демоны ограничены только Японией? Если так, то их должно было быть огромное количество, учитывая плотность населения. Тогда бы точно одной организации было бы мало. Чем занимался Мудзан сотни лет? Просто искал лилию? Как развивалась организация охотников? Сплошь и рядом одни вопросы, мы не знаем ничего о лоре. Нас просто ставят перед фактом как зрителей. Вот есть демоны, они в Японии, есть 6 опасных и у них есть мудак. Конец. Сюжет клинка слишком сконцентрирован на пути Танжера, и он пролетает мимо абсолютно любых других тем. Пример ставлю информацию про ранги охотников, их если что аж 10, я не знаю никаких кроме двух. Это рядовой и столб. В Ренгоку Гайдене показали, что по оружке все окей в мире клинка, так почему бы не снарядить дальнобойным оружием охотников, которые не в состоянии даже клинок окрасить каким-либо цветом, или лицензия есть только у гении. Короче, там столько подводных камней можно найти, лучше даже не шариться. Есть, конечно, небольшой плюс, мы даже не задумываемся об этом во время просмотра, но все становится хуже, если все-таки мысль о лоре посетит вас. Чё по Адскому раю? Все просто с раем. Накидаю тезисно. Рассказали, как туда вообще поехала первая экспедиция и для чего. Показали первые годы жизни Риен с мужем, рассказали, что вышла она за него в 3 веке до нашей эры, показали, как она переживала его потерю и дальнейшую мотивацию. Логично связали появление всех лордов Тенсен и их первые годы жизни. Также поведали о правилах жизни на острове, иерархии областей, создании религий, в которых проживают различные слои населения. Помимо этого, нам дали понять, что эту самую религию, которая была сформирована, и даже смерть большинства работяг была в порядке вещей. Из этого и вытекала основная мотивация всех тенсенов, они боролись таким образом за жизнь. Делали эликсиры, жертвуя населением острова и людьми, которые приплывали, все логично и качественно. Все настолько подвязано на лоре Hell Paradise, что именно вокруг него и вертится весь сюжет. И раскрывается со временем, как и подобает качественному тайтлу. Раскрывать более детально каждую строчку я, увы, не могу, ибо рассказать о острове, его населении, референсах религии, областей, архитектуре, еще раз, вдохновлением автора манги и так далее, полноценно в одном ролике, конечно же, нельзя. Так что считайте, что это темы для других видосов. Поэтому очередной балл Адскому раю. Поверьте авансом, это заслуженно. Атмосфера манги. Не знаю как вам, но для меня самые сильные в моральном плане моменты в КРД связаны со смертью Ренгоку и с предысторией Аказы. На все остальное плевать с высокой колокольни. Какую атмосферу нам передал клинок? Врать не буду, первая глава была самая сильная. Жестокое убийство семьи, суровые снежные горы, демоны, кровища, катаны, непонимание, куда двигаться дальше и как быть.
Именно первая глава клинка вызывает надежду, что перед нами что-то серьезное, произведение с большим потенциалом. И это чувство у нас и у меня было не просто так. Альфа-версия КРД должна была быть мрачной и серьезной, однако от этой идеи отказались еще на стадии разработки, и как по мне, сильно зря. При прочтении рассекающего ты не чувствуешь ничего, кроме интереса к развитию событий. Тебе нравятся бои, ты ждешь именно их. Но сама по себе атмосфера прослеживается слабо. Готоги пыталась передать идею ада и рая. Ага, это я все еще о клинке. Впихнуть в мангу идеи буддизма, изображая фольклорный символизм братьев-близнецов. Отсюда и демон-первенец, и Бодхисаттва второй. Туда же идут и техники Доумы. Сам его образ как альтернативной версии Будды. Все это я уже разбирал в отдельных роликах, тратя десятки минут на эти темы. Но идеи Готоги вышли настолько кастрированными, что зрители и чтецы это даже не замечают. Да даже противостояние добра и зла выходит перемешанным и неполноценным, ибо злые в кавычках демоны оказываются просто непонятыми. Бедные Даки и Ютара, бедный болотный демон, бедный Руи, бедный Аказа, ой, бедный Какушиба и непонятый Мудзан. Атмосфера где-то есть, осталось лишь ее нащупать. Но если вот эта вот вся трагичность и есть атмосфера КРД, то я ему соболезную. К сожалению, Адский рай перенял этот мразотный пример, и все лорды Tencent также оказались обычными детьми, желающими жить. Каждый по-своему одинок, хоть их и связывала якобы семья. Так что кроме непонимания на первых порах и сожаления на последних, вы явно ничего не ощутите. Но так откуда же атмосфера? А она в выдержке первого десятка глав. С первой же главы тебе интересно, что это за цветастый полутруп нам привезли? Что это за чел, которого казнят? Он прикольный. Сразу же окунают и знакомят с другими персонажами, причем толпой. Показывают смерти с самого начала, и вот оно. Первое прибытие на остров. Волшебные пейзажи, невероятно переданная флора и фауна. Снаружи райская, внутри адская. Прекраснейший дизайн монстров с элементами буддизма и даосизма. То же касается и наполнения острова. Архитектура, на которую забил КРД, статуи, интересные моменты с счастливыми физиономиями монстров, которых удачно прозвали непродуманными богами. Атмосфера названия витает в воздухе с самого начала до последней главы, и в дополнение к этому идет отсутствие цензуры, ибо, напоминаю, в Адском рае присутствует концепция инь-янь, мужского и женского начала, есть боссу-джутсу, секс, делающий тебя сильнее. То есть к странностям самого острова выступает смелая реализация оригинальных идей и демонстрация мужских и женских тел как произведений самой природы. Далее идут монстр-формы самих же Тенсенов, которые также великолепны, как и биология их организмов. Очень много символических форм и прочих интересностей. В этом чудесном миксе твои мысли растекаются от главы к главе, и при таком их обилии каждый найдет для себя что-то интересное и увлекательное. Представьте, если бы объем произведения был больше на треть, как у Клиночка. Да можно было бы тогда реализовать все задумки автора и закопать еще пару-тройку анимешек. И перед тем, как перейти к следующему пункту, стоит пояснить. Мне, например, не нравится атмосфера, которую передают в аниме. Маппа работает некачественно. Сразу виден малый интерес к проекту, ибо цензурят много, на картинке экономят, в то время как в КРД Ufotable показывают уровень лидера мирового порядка и дают в заглот как качеством картинки, так и музыкальной сопровождающей. И если бы мы говорили не сухо и по фактам о произведении и в частности о манге, то победу я бы отдал Клинку. Но пока что очередной проигрыш. Задумка автора. Сейчас орнете. Но даже Готоги не получила то произведение, которое задумывала изначально. Сейчас объясню, основываясь не на своем полете фантазии, а на интервью с редактором 2019 года. После неудачной третьей работы над Зигзагом редактор задумался о новом произведении, но уже более успешном и понятном для большинства. Ему сразу вспомнилась работа Кагари-Гари, той же Готоги. Эту работу достаточно сильно хвалили, хоть она и была дебютной. Именно из нее взяли основной мотив – катаны и демоны. В дальнейшем переименованная манга Кагари-Гари не смогла пройти заявку на сериализацию, цитирую, из-за серьезного тона, отсутствия комического рельефа и мрачной истории. Именно по данному примеру и создавался Клинок. И именно эти идеи пошли под нож. На тот момент не рассекающий демонов Клинок, а убивающий демонов.
На этом делался акцент, но даже это перелопатили, ибо слово «убить» отталкивало зрителя. Сам же первоначальный клинок также был мрачен, серьезен, как и его главный герой. И именно Катаяма, редактор КРД, приложил все усилия, чтобы тон манги был более легкий, комичный и трогательный. Для кого-то это будет плюсом, конечно же, но мы говорим о задумке самого автора, а не редактора. В дальнейшем под нож пускались и другие сцены. Например, та злосчастная сцена, где Танжера молится за демона рук, который годами жрал детей. Она должна была быть вырезана. Да, ее вообще не должно было быть. Но Катаяме она так понравилась, ибо, цитирую, она отличала Танжера от любого другого главного героя. Боже, это же тупо, но полную версию этого интервью оставляю в описании, почитайте на досуге, а я подытожу. Какая речь может идти о задумке автора, если изначальная версия и идея Готоги так и не родилась? Редактор ее изменил до неузнаваемости, а клинок, который мы имеем сейчас, ничему не учит зрителя. Вот серьезно, какая у клинка идея, какая мораль, поучительная составляющая? Что нам передает автор и хочет сказать? Демоны это плохо, добро это хорошо? Я не вижу задумки произведения, не чувствую идеи автора, видимо потому что ее просто нет. Есть история, есть битвы, есть Аказа и Какушиба, закрывающие 90% других персонажей, но ничего больше. И это крайне печалит, что порой даже те моменты, которые вызывают сожаление и горечь, вызваны лишь из-за текущей ситуации, в которой не будет выводов. Если честно, с Адским раем схожая ситуация, с тем отличием, что Юдзи Каку использовал свой жизненный опыт для обогащения произведения, пусть и фэнтезийного. Весь клан самураев Асаэмон был создан из-за увлечений Каку с его братом. Они все детство проходили на фехтование. Задумка автора заключалась в том, чтобы показать вариативность буддизма и даосизма, приправить это личными целями людей и связать антагониста и протагониста единой целью – вернуть и вернуться к любимому человеку. Так что аспект Габимару и Риен именно любовь. Это и хотел показать Юдзи. И как по мне, у него получилось. Да, это абсолютно банальная идея. Человек способен на все ради любви, но и ее хватило, чтобы уместиться в рамки жанра. Через Сагири же он передает важность баланса в самом себе, контроля и дисциплине эмоций, а через Тенсенов, еще раз злодеев, которые так и не будут убиты, показал возрождение Феникса, метафорично обыграв бессмертие с помощью растений, будто завершая мысль бессмертия в нас самих, в ближних и в потомках. Но ключевая мысль все же идет о важности наличия семьи, не названной, а настоящей. Видать, этот мотив нужды в ком-то и идеи быть кому-то нужными, Каку позаимствовал у Фудзимото, ибо долгое время был его хорошим другом и ассистентом по работе. Поэтому прописать проблемы личности каждого персонажа в сжатые сроки, при этом показывая, что именно он хочет этим сделать, перенял он это именно у Фудзимотыча. В пример ставим Макиму и Денджи. Также можно было затронуть тему братьев Чобэй, помните про них, не забывайте. Однако глобальной идеи, по моему мнению, все так же нет, но попытка была хороша. И лишь из-за того, что идея автора в случае с КРД была перелопачена еще на стадии раскадровки, бал Адскому раю. Теперь последний, 10-й пункт. Оригинальность. Что оригинального в КРД? По сути ничего. Клинок ворующий вам в помощь. Тот же самый принцип дыхания, взятый из Джоджо. Те же самые персонажи Дома и Дио. Два мазохиста, контрящих дыхание со своими культами. Те же техники, что и из Нарутыча. Схожие демоны высших лун с Эспадой, где каждый олицетворял свой аспект смерти, легко переносимый на самих лунатиков. Схожие организации Гётея и Столпов. Спизженный прототип в виде Танжера из Хантера, у которого также фишка с нюхом, как у Гона. Такие же задатки из-за отца для вступления в организацию. Схожие характеры с тем же Гоном. Отдельные техники, такие как прозрачный мир или стихийные каты с их вариациями, и вообще Ctrl-C, Ctrl-V. Да боже мой, при желании можно столько всего подвязать, что от оригинальности КРД останется ровным счетом ничего. И да, все аниме или манги чем-то вдохновляются друг у друга, но только в случае с клинком уж очень много схожестей, огромное количество, которое смотрится как минимум странно. Адский рай же в свою очередь абсолютно иное произведение. Концепции цветения и мужских с женскими началами и взаимодействие энергии поражают воображение. Одни недоделанные боги и фейковый симбиоз различных религий с флорой и фауной самого острова, экстаз и доза оригинальности для любого человека. Тут тебе и боди-хорроры, и боди-дрочки, и оригинальное раскрытие слабостей и сильных сторон через логичное взаимодействие стихий.
религий и 6 аспектов бессмертия, подвязанных к даосизму, которые олицетворяются в антагонистах. Одним словом, все то, что любит рядовой не очень зритель. Такое большое количество нюансов, та еще гремучая смесь, но это достаточно лаконично выглядит и замечательно обыграно в самой манге. Но есть то, что объединяет и КРД, и Адский рай, и это абсолютно помойная концовка. Слишком сжато, слишком мягко, много недосказанности, несостыковок с конечной аркой, ну и конечно же сожалений. Для меня явным фаворитом будет являться Адский рай, ибо в нем хотя бы чувствуется глоток свежего воздуха и попытка мангаки внести что-то новое, дать это зрителю. КРД же попытались набрать все самое-самое из других произведений, но раскрыть это должным образом забыли, ибо были заняты переделыванием всей манги, либо прописанием 2-3 персонажей, забивая на остальных. Теперь же давайте подведем итоги всего ролика. Я и подумать не мог, что все окажется настолько очевидно и моя позиция будет больше похожа на хейтерскую, но сколько бы я ни размышлял над этими пунктами, плюсами и минусами Адского рая и Клинка, загнанных в равные условия по выбранным критериям, в голове просто не укладывается, как Юдзи Каку за 127 глав мог реализовать все то, что не смогла Готоги за 205. Можно, конечно, все списать на опыт, но не особо они отличаются. Произведения, кстати, как две антитезы. КРД не шмит манга, топ аниме, Ufotable нереально тащит, отсюда и такая популярность. Адский рай же топовая манга, а аниме среднее, уж очень скупится мапа на анимацию, музыкалку, да и общую картину в большинстве моментов. Плюс цензура дает о себе знать, что сбивает атмосферу. Скажу вам по секрету, только никому не рассказывайте, я когда посмотрел серии Адского рая, я вообще очень сильно разочаровался. И если бы я смотрел только аниме, то я бы точно отдал победу именно Клинку. Но речь-то шла именно о сухом произведении, о манге родимой, так что безоговорочным победителем, несмотря на объем в треть меньше, выходит Адский рай, лидируя по всем пунктам. С тобой был Рабаш, это канал про аниме и не только. Если понравилось, присоединяйся, это лучшая благодарность. Если нет, забейся в угол и плачь, мой маленький КРД фанатик, или напиши коммент, поможешь видосу выстрелить. И не забудь сказать спасибо шейхам, никнеймы которых сейчас видишь на экране. Все, спасибо и пока.